Федор Хольц, 32,5 миллиона в 25 лет. Гений или везунчик? 23 года – время, когда многие стирают ноги в забегах по собеседованиям. Но кто-то успевает выиграть 20 миллионов долларов в живых турнирах, купить родителям дом в Германии и заняться бэкингом молодых покеристов. Такова судьба Федора Хольца, парня, который в 23 года разгадал покер. Но что же это, неимоверный талант или аномальное везение? Хедзап финального стола The Big One for One Drop 2016. В игре остались только Дэн Смит и Федор Хольц. Хольц уравнивает с малого блайнда и получает рейс в ответ и идет all-in. Кол от Смита, и эта раздача может стать решающей. На флопе Дэн ловит вторую пару. А у Федора двухсторонка. Для победы нужна шестерка или валет. Терн, и это шестерка. Федор Хольц уже в объятиях друзей. Только что этот 23-летний парень из Германии выиграл без малого 5 миллионов долларов и свой первый браслет мировой серии покера. 2016 стал для Хольца знаковым не только благодаря браслету и 5-миллионному заносу. Немец ураганом прошелся по турнирным сериям и суммарно выиграл 16,5 миллионов долларов. При том, что за 3 предыдущих года игры в живых турнирах Федору удалось заработать всего около 4 миллионов. Фантастический апстрик. Но чтобы разобраться в его причинах, давайте узнаем, как складывалась покерная карьера Хольца. Родился немецкий вундеркинд в простой немецкой семье. Отец работал полицейским, а мать – социальным работником. Кроме того, у Федора есть 3 младшие сестры. Семья жила небогато, но очень дружно, поэтому покерные увлечения Хольца встретили поддержку со стороны родителей. Федор бросил учебу в университете ради игры. Он начал активно играть в покер, как только ему исполнилось 18 лет. Сам Федор признавался, что, как и многие, начинал с микролимитов и долго топтался на месте. Первые результаты пришли больше, чем через год. К тому времени немец уделял игре каждую свободную минуту. В 2012 году у необстрелянного 19-летнего Хольца появился бэкер. Прессе до сих пор неизвестно, кто конкретно помог Федору, но их сотрудничество вышло предельно плодотворным. По-настоящему громкий успех пришел к Федору в 2014 году. Тогда он выиграл главное событие чемпионата мира по онлайн-покеру. Призовые составили 1 миллион 300 тысяч, и о Хольце впервые заговорили как об игроке с огромными перспективами. Кстати, часть того выигрыша Федор потратил на покупку дома в Германии для родителей и сестер. В живых турнирах дела складывались чуть хуже. Хольц долгое время попадал в призы лишь в турнирах за 2-3 тысячи долларов. По-взрослому ворваться в мир супер-хай-роллеров получилось лишь в самом конце 2015-го. Тогда Федор выиграл турнир мирового покерного тура в Вегасе и заработал 1,6 миллиона долларов. Ну а фантастический 2016 вместил в себя победу на турнире ВПТ на Филиппинах и 3 миллиона призовых. Второе место на Super High Roller Bowl в Вегасе, еще 3,5 миллиона в копилку. Уже упомянутый 5-миллионный занос на One Drop, а также первое место и 1,5 миллиона долларов на этапе ЕПТ в Барселоне. И еще порядка 20 более мелких заносов на общую сумму 2 миллиона долларов. Добавьте сюда еще 1 миллион долларов за второе место на чемпионате мира по онлайн-покеру 2016 Super High Roller. Но в конце 2016 года Федор объявляет о том, что завершает карьеру профессионального покерного игрока. Внимание Хольца переключилось на разработку мобильных приложений и бэкинг молодых талантливых игроков. Многим до сих пор непонятно его решение уйти на пике. Неужели Хольц испугался, что апстрик банально закончится? Впрочем, завершение карьеры не означало для немца полный отказ от покера. Федор все еще периодически отмечается на крупных турнирах супер-хай-роллеров. Получается по-разному. На турнире в Макао Хольц наглядно показал, как не нужно играть в покер. Федор внес 7 боинов за один турнир на общую сумму 1,9 миллиона долларов и при этом даже не попал в зону выплат. Остается только гадать, играл ли Хольц от себя или часть убытков легла на плечи дольщиков. Правда, немец быстро реабилитировался. Буквально через несколько месяцев на The Big One for One Drop 2018 Хольц был предельно близок ко второму в карьере браслету мировой серии. В хедзапе Федору противостоял Джастин Бонома, но остановить Бонома в этом году оказалось не по силам даже немцу.
Хольц занял второе место, но в любом случае оформил крупнейший занос в карьере – $6 миллионов и поднялся на 4-ю строчку в All-Time Money List. Сейчас Федору всего 25 лет, а его турнирные выигрыши уже достигли отметки в $32,5 миллиона. В чем же секрет Хольца? Он бесконечно любит игру и предельно трудолюбив. Но вдобавок природа щедро одарила парня интеллектом. Федор рассказывал, что в 8-9 лет его IQ был примерно 155. Хольц признался, что с возрастом ему стало сложнее понимать новые игровые концепции. На это уходит больше времени. Но как бы критично Федор не относился к себе, он по-прежнему остается одним из лучших турнирных игроков современности. А что если мы скажем, что существует способ узнать свой уровень скилла в покере, при этом потратив максимум 15 минут? Проходи покерный аудит, узнавая, что именно отделяло тебя от побед все это время. Все твои сильные и слабые стороны в одном месте. Подробности в описании. А это была история Федора Хольца, главного вундеркинда современного покера. Подписывайтесь на канал Академии покера, ставьте лайк и жмите колокольчик.